Изноу, сябры, привитание. Вот лежит у меня такая штука, ждет своей установки. Лебедка китайская, Electric Winch, 12 тысяч. Ну, она, в принципе, временем проверена. Многие используют такие лебедки. Не для, скажем так, профессиональной и ежедневной эксплуатации. Она вполне себе пригодна. Лебедку купил я с остальным тросом. Многие скажут, что лучше синтетика. И я скажу, что лучше синтетика. Но эта лебедочка была на скидке, поэтому взял я с остальным. Плюсы стального троса в том, что он при моей эксплуатации будет вечным. Буду ставить я ролики, хотя заказывал клюз, пришли ролики. Но для стального троса как бы ролики, когда они исправны, наверное, будет получше. Что еще? Что еще? Куплена площадка, сейчас распакую. Сейчас я хочу вскрыть редуктор, проверить смазку, закрутить тут вот все шатается. Ну, это ж китайское, понятно, да? Проверить хочу комплектность, хватит ли мне проводов, чтобы кинуть это все под капот, ну, блок управления, потому что сюда ставить я не хочу. С остальным тросом есть нюансы с намоткой, может его там на одну сторону накрутить, соответственно, коробку эту вывернет. Плюс летит грязь спереди, что не есть хорошо. Может быть, коробочку куда-то в другое место. Ну, еще минус такой, да, вот тяжело его сматывать, стальной трос, он очень пружинистый. Но с учетом того, что я лебедку эксплуатировать больше там 2-3 раз в год не планирую, я думаю, хватит мне вот этого троса. А потом, может, со временем, если она сама не сломается, конечно, заменю на синтетику, посмотрим. А может и так будет. Ну, пока вот так. Пока вот так. Итак, что нам пришла за площадка? Я еще не смотрел. Площадка заказана была под клюз, потому что лебедка, я думал, придет с клюзом, но мне положили ролики. Буду что-нибудь придумывать. Болты в комплекте. Щадочка. Вот так она ставится. Сварные швы. Ну, ладно, лишь бы держали, да? Ой, тут вообще у нас все так красивенько. Да. Ну, даже не знаю, что сказать. Я, наверное, лучше не заварю, но примерно так же у меня получится. Так, посмотрим, подойдет ли она у нас по крепежу. Опа! Перевернули. Оба. Перевернули. И приложили. Все. Прям огонь. Стоять. Шарики за ролики. Так, здесь у нас все совпало. Ролики. Смотрим ролики. Это нам не надо. Ты дышь. Блин. Друзья. Как тут и было. Охренеть. Все по отверстиям. Все попадает. Вопрос второй. Есть ли крепеж для роликов? Вот крепеж. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 сюда и 2 туда. Все. Крепежа хватает. Крюка хватает.
фигни какой-то хватает. Так. Теперь самое интересное — проводюки. Так. Пультец. Проводюк один. Так. Ну, вот самое главное — карабас. Барабас. Ну, это мне не понадобится, я надеюсь. Так, друзья, покажу местечко. Не знаю, мне оно нравится. Вот. Отлично сюда коробка становится. Надо будет поменять местами провода, чтобы подключаться. Ну и один провод сделать длинный, чтобы дотянулся до лебедки. Единственное, как вот тут закрепить, но она вот становится сюда прям идеально. Не знаю, вообще супер. В общем, друзья, что хочу сказать по поводу этой коробки китайской. Ставить ее на лебедку, как по инструкции написано, нельзя ни в коем случае. Почему? Потому что заявленная герметичность IP68. Может быть, на лебедке на самой она и есть, но здесь, смотрите, мало того, что по корпусу нет резинки, вообще никакой. Здесь вот такое вот отверстие, куда влага 100% попадет. И отверстия сквозные под болты крепления, которые, если вы будете там в каком-то другом месте крепить, соответственно, все, тоже все потекет. Все это надо замазывать герметиком. Грусть тоска. Короче, коробку эту надо ставить под капот и замазывать герметиком. Еще один момент. Хреновенько держатся вот эти вот фишки. Надо поджать. Прямо сейчас подожму. Вместо выключателя решил я пока просто на клемму аккумулятора цеплять. Может, даже так и безопасней. Если что, подошел, раз, снял. Открыл редуктор, порвал прокладку. Ну, не беда. Будем на герметик садить. Значит, не суть. Смазка внутри была, но она реально как клей. Ее даже не выдрать. Такая вот консистенция клея. Вращается редуктор. Очень тяжело вращался. Сейчас легко. Почему? Потому что я туда налил где-то грамм 100, может чуть меньше, жидкости для гидроусилителя руля. Ну, советовали мне так сделать. Стало гораздо лучше. Итак, друзья, начинаем устанавливать лебедку. Перво-наперво снимаем бампер. Но, в принципе, установить ее можно и не снимая. Места тут вообще вагон. Оп. Лампочка выскочила. Здесь не хочет. У меня вот эта передняя панель слегка, ну, ее, похоже, придавили где-то, столбик какой-то или что. Тут здесь была трещина, но здесь уже начало гнить. Ну, вот так вот я заколхозил. Под бампером не видно, сейчас покрашу. Значит, обнаружен косяк вот здесь. Вот. Проушину, одну и вторую, надо подрезать. Подрезал. Теперь все становится как надо.
Площадку я установил, не без труда. Значит, какие проблемы? Во-первых, ну, сама площадка не совсем хорошего качества. Какие проблемы? Проблемы были следующие. Первое. Не залазила она у меня. Пришлось подпиливать. Проушины. Вот эти болты дальние. Их не так-то просто туда через вот этот профиль ставить. Но мне удалось. На удивление. Помучился. И еще один момент. Рассчитано на крепеж на 6 болтов, но у меня получилось на 4, так как отверстия вот эти вообще никак не совпадают. Сверлить в раме еще одно отверстие я не стал. Оно тут получается прям с краю. Вообще ерунда какая-то. Его по-хорошему надо сзади там делать. А здесь что оно тут держать будет, непонятно. Проще тут вот где-нибудь в этом месте электродом пикануть. Так, погнали. Опа. Раз. Там квадратные гайки. Они вставляются в корпус лебедки. Ничего никуда им деться возможности нет. Поэтому так вот легко. Ставим бампер. Проводку я уложил. Поднял ее чуть выше троса, чтобы не зацепило нигде. Значит, минус напрямую на аккумулятор кинул. Не знаю, может можно было просто на раму. По идее, да. Ну, кинул на аккумулятор. Так, все, цепляем бампер. Трос, блин, гаденыш. Вообще он разматывается только так. Как тебя засунуть? О, чуть-чуть не хватало. Я думаю, можно уже испытать. Прицепим крюк. Страшно. Очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Оп. Пульт работает. Ладно, попробуем. Вот с этого пульта. Ин. Ага, пошла. Так, значит, все, лебедка стоит. Ролики. Ну, чуть-чуть они у меня выпирают. Ну, как бы, если выпирающая конструкция является элементом опоры номера или держателя номера, то это допускается. Мы так и сделаем.
Все тянет. Только сейчас надо опять размотать и смотать, чтобы в одну сторону намотало.